заводится девятка. Стартер крутит. Автомобиль не заводится. Будем искать причину. Итак, первое, что мы сделаем для проверки причины нашей проблемы. Первое, что мы сделаем, это снимем провод с катушки, подставим его к корпусу двигателя и попробуем завести машину. Нам нужно убедиться, что есть искра с катушки, то есть что вся цепь до этого момента, до трамблера, нам дает искру, то есть работает исправно. То есть подставляем к корпусу и идем крутить ключ. Желательно, конечно, иметь при этом напарника, чтобы все было проще намного. Один бронепровод со свечи. Вставляем свечу зажигания и идем крутить зажигание, проверяя, будет ли искра со свечи. Проверили искру, искра везде есть. Даже машина немножечко подзавелась. Есть подозрение, что сбилось зажигание по какой-либо причине. Возможно, что-то с ремнем ГРМ. Может быть, он провернулся или порвался. При этом машина с толкача заводится и едет. Бронепровода новые, поэтому они отпадают сразу. Проверять каждую свечу мы не будем. Сейчас просмотрим, верно ли выставлено зажигание. И далее посмотрим, что будет дальше. Итак, сверили метки на распределительном валу. Метка встала точно против деления. А также метка на маховике стоит тоже ровно. Значит, это у нас зажигание, все в порядке. Зря я откручивал. Проверить крышку трамблера. Сняли крышку, крепящуюся на двух винтах. Провода не снимал, чтобы потом не перепутать. И зачистить все контакты, потому что они окисленные. Это надо сделать сейчас. Это как еще один вариант причины того, что машина не заводится. Зачищу, поставлю на место и продолжим. Итак, теперь автомобиль заводится без проблем. Идем смотреть под капотом. Значит, проблема была следующая. Автомобиль не заводился, хотя стартер крутил хорошо, но заводился с толкача. То есть, если автомобиль растолкать, то он заводился и ехал нормально. Проверил я искру с катушки, искра была. Искру на свечах, искра была. Проверили систему зажигания. Зажигание выставлено верно.
Также у меня закралась мысль в голову, что виновата топливная система. Топливную систему все проверил, топливная система в порядке. Позже выяснил, что вот этот провод на катушке бьется током и искрит. Поставили другую катушку, ничего не изменилось, все так же. Позже выяснилось, что искра есть не всегда, поэтому автомобиль и не заводится. Один хороший друг дал мне коммутатор. Поставив другой коммутатор, мы с этой проблемой полностью справились. То есть, имеется в виду, что в этой проблеме был виноват именно он. Хотя, конечно, выглядело это странно, то есть, по сути, коммутатор либо формирует электроэнергию, либо нет. Но автомобиль все равно ехал, если его завести с толкача. Теперь автомобиль заводится нормально, едет хорошо, проблема решена. Спасибо всем за внимание.